25-й съезд партии определил главное направление в капитальном строительстве – повышение эффективности капитальных вложений, обеспечение дальнейшего роста и качественного совершенствования основных фондов. На решение этой задачи и направлен белорусский экономический эксперимент. Основная цель эксперимента – ритмичное получение товарной строительной продукции. Товарная строительная продукция – это предприятия, очереди и объекты, сдаваемые в планируемом году в постоянную эксплуатацию. Комплекс мероприятий белорусского экономического эксперимента включает два раздела – совершенствование планирования и совершенствование экономических методов. Министерство промышленного строительства Белорусской ССР в течение года одновременно строит свыше 4600 объектов по заданию 84 министерств-заказчиков. Строительство осуществляют 37 трестов, 41 субподрядная организация, около 120 поставщиков обеспечивают строителей оборудованием и материалами. Добиться четкого взаимодействия всех звеньев строительного производства – главная задача планирования. Она подчинена конечному результату – ритмичному получению товарной строительной продукции. Для ускорения ввода мощностей и объектов в эксплуатацию Министерству промышленного строительства Белоруссии предоставлено право, исходя из заданий пятилетнего плана, самому определять начало строительства объектов и распределять объемы работ по годам пятилетки. Такой подход предъявляет четкие требования ко всем участникам строительства. К планирующим органам своевременно разработать сбалансированные пятилетние и двухлетние планы ввода мощностей. К заказчикам обеспечить строителей в соответствии со сроками и технологией строительства необходимой документацией, комплектующим оборудованием и выполнить все работы подготовительного периода. К органам материально-технического обеспечения в соответствии с потребностью, определяемой по проектам и сметам, наладить снабжение в установленные сроки по системе СНАП-стройка. И, наконец, требования к строителям. Обеспечить среднегодовой рост объема работ на 8-10%, товарной строительной продукции на 9-12%, производительности труда на 5-6%, достигнуть уровня рентабельности не менее 10%. Выполнение этих требований – обязательные условия для создания долговременного строительного потока и устойчивого прироста товарной строительной продукции. Эксперимент предусматривает на основе пятилетнего плана разработку двухлетних планов ввода в действие мощностей и объектов. Каждый первый год двухлетки является рабочим и определяет объем товарной строительной продукции, а второй – подготовительным, то есть определяет объемы незавершенного строительства.
Для формирования непрерывных двухлетних планов в строительных организациях и министерстве созданы службы инженерной подготовки. Они распределяют объемы строительно-монтажных работ по годам в пределах общего нормативного срока, закладывают основу двухлетних планов. Каждое управление министерства представляет в информационно-вычислительный центр необходимые данные для расчетов двухлетних планов. Внедрена автоматизированная система управления строительством. Ею охвачена вся территория республики. Система АСУС координирует на строго научной основе взаимоотношения структурных подразделений министерства с субподрядными организациями, заказчиками, поставщиками и на основе математического анализа хода работ дает наиболее оптимальные рекомендации выполнения плана. Заканчивается технологическая подготовка в подрядных организациях министерства. Здесь по каждому объекту разрабатываются проекты производства работ, сетевые графики, технологические карты трудовых процессов, составляется спецификация оборудования. Определяются технологические комплекты поставок, конструкции, изделий, материалов, различного оборудования. Двухлетнее планирование позволило рассчитать ближайшую перспективу строительства, рационально распределить материальные ресурсы, определить и обеспечить получение товарной строительной продукции не только планируемого, но и последующего за ним года. Преимущество двухлетнего планирования позволило белорусским строителям на год раньше срока сдать в эксплуатацию основную производственную мощность Минского тонкосуконного комбината, ткацкое отделение, на год раньше сдать под пусконаладочные работы отделение по производству штапельного волокна на Могилевском производственном объединении «Химволокно». В итоге только в 1976 году досрочно введено в эксплуатацию 279 объектов. В технологическом плане решена главная задача – ритмичное получение товарной строительной продукции.